Всем привет, дорогие друзья автомобилисты. Многие мне в комментариях задавали очень интересный вопрос. Расскажи-ка, пожалуйста, что такое гидроудар и стоит ли его бояться. Сегодняшняя тема видеоролика именно об этом. Многие из нас, увидев перед собой большую лужу, побоятся через нее проехать. Некоторые будут аргументировать это тем, что якобы, если я заеду в лужу, у меня автомобиль просто заглохнет. Но самое ли это страшное, просто заглохнуть в луже? Давайте разбираться. Для начала, друзья, немножко теории. Как работает двигатель внутреннего сгорания. Я не буду вам рассказывать подробности, но самое основное, то есть даже возьмем так, либо бензиновые, либо дизельные двигатели, они работают на сжатии. Бензиновый двигатель сжимает топливно-воздушную смесь, а дизельный двигатель сжимает воздух, после чего впрыскивается дизельное топливо. Вот самая большая разница между бензиновым и дизельным двигателем. Но степень сжатия есть как у бензинового, так и у дизельного двигателя. Я думаю, что многие об этом знают. Итак, друзья, в двигателях сжимается либо топливо-воздушная смесь, либо воздух, но никак не жидкость. Получается такая ситуация. Если мы на своем автомобиле влетаем в глубокую лужу, а воздухозаборник у нас находится обычно под правым крылом, ну на некоторых автомобилях под левым крылом, именно за подкрыльником. Друзья мои, вот так вот решили инженеры, разработчики автомобилей сделать именно забор воздуха под крылом, за подкрылком. То есть мы не видим этой трубы, заглядывая просто под колесо, так как она скрыта подкрылком. Подкрылок, конечно, кое от чего защищает, но если мы попадаем в очень глубокую лужу, и вода с этой лужи попадает непосредственно в эту трубу, то, соответственно, дальше она попадает в воздушный фильтр. Друзья мои, если вода попала в воздушный фильтр, ну, скажем так, если объем ее достаточно большой, и она дальше через фильтр попадает нам в опускной коллектор и, соответственно, в цилиндропоршневую группу, это приводит к гидроудару. Итак, что такое гидроудар? Воздух и другие газы имеют очень высокую степень сжатия, что нельзя сказать о воде. Когда вода попадает в цилиндропоршневую группу через впуск, и в момент сжатия получается, что поршень упирается непосредственно в воду, которая туда попала. Естественно, вода сжаться не может, происходит мощный удар. Этот мощный удар может привести к полному разрушению двигателя вашего автомобиля. Гнутся шатуны, ломаются коленвалы, гнется головка блока цилиндров и прочее, прочее. Поршня ломает, там столько бывает нюансов, последствия могут быть просто необратимые. То есть двигатель просто уходит на свалку. Иногда бывает, когда совсем немного воды попадает, и гидроудар не настолько сильный, обороты, когда еще маленькие у двигателя были, то просто обходится, допустим, погнуло шатуны, и все. В любом случае ремонт двигателя обеспечен. Друзья мои, некоторые утверждают, что после того, как поймал гидроудар, потом еще можно как-то помыть двигатель, и он будет еще работать. Нет, друзья мои, даже если шатун ваш хоть один погнутый, то уже происходит перекос. Если вы даже запустите двигатель после гидроудара, то долго он у вас не проработает, так как последствия гнутых шатунов в любом случае приведут к тому, что ваш двигатель очень быстро застучит, потому что появились очень большие перекосы. То есть после даже самого малого гидроудара работа двигателя уже прежней никогда не будет. Только необходимо двигатель ремонтировать. Как понять, получил двигатель гидроудар или не получил? Друзья мои, если вы просто заехав в лужу заглохли, то не спешите запускать двигатель. Постарайтесь вытолкнуть или вытянуть с этой лужи свой автомобиль. После чего снимите воздушный фильтр двигателя и обязательно внимательно изучите его. Если там есть признаки воды, то я вам не рекомендую запускать двигатель. Но если признаков воды в воздушном фильтре нет, значит вы не поймали гидроудар. Скорее всего, вода вам залила какие-то электронные компоненты, по причине залития которых и заглох ваш двигатель. Это считается, что вам просто повезло. Электронные компоненты достаточно после этого просушить, и можно двигатель запускать. Но если, друзья мои, конечно же, вы увидели, что вода в вашем воздушном фильтре, уже воздушный фильтр явно мокрый, значит, скорее всего, вы поймали гидроудар. Ну и гидроудар обязательно сопровождается соответствующим звуком. Удар будет в любом случае. Иногда гидроудар может привести к тому, что шатун может оборвать и пробить блок цилиндров. Были и такие случаи, когда в блоке цилиндра образовалась дырка. Именно из-за последствий гидроудара ломало шатун, и сломанный шатун пробивал стенку блока цилиндров. Такие случаи тоже были, друзья мои, к сожалению. Наверняка многие из вас обращали внимание, насколько на некоторых внедорожниках высоко вынесена труба забора воздуха для двигателя. Это делается специально для того, чтобы двигатель не поймал гидроудар. Обычно такие машины предназначены для поездок
по пересеченной местности, для того, чтобы бороздить глубокие лужи, неглубокие речки и различные водоемы. Но для обычного гражданского транспорта этого не предусмотрено, потому что обычный гражданский транспорт не рассчитан для того, чтобы пересекать какие-то глубокие лужи, а тем более водоемы. Надеюсь, друзья, я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, берегите себя, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока!